Привет всем! В этом видео сделаю обзорчик счетчика моточасов. Заказывал на AliExpress, ссылочку на эту модельку я оставлю вам в описании. Эта модель идет на 220 вольт, поэтому ее можно использовать дизельные либо бензиновые генераторы и какое-нибудь оборудование, которое питается на 220 вольт. Насосы, компрессоры, двигатели, потому что для работы этого счетчика требуется питание 220 вольт. Если вы хотите подключить, например, какой-нибудь спецтехники, трактора, то нужно использовать счетчик моточасов с питанием там, от 12 до 70 вольт. Где-то есть модельки, там разное напряжение, но чтобы было 12 либо 24 для работы. А эта моделька идет на 220 переменного тока. Сюда подключается контактом питания. Я для демонстрации подам питание просто с розетки. Вот затяну один контакт и затем затяну второй контакт. При включении питания у нас загорается индикатор и начинает работать счетчик. Уже вот у меня накрутила циферка 3 стоит. Часы у нас это белые цифры. Сейчас по нулям, то есть максимальное значение 9999 часов. А желтенькие цифры это десятый и сотый часа, то есть это не минуты у нас, а если час разделить на 100, то вот это как раз сотая часть, то есть это у нас не минуты. При подаче питания, то есть счетчик у нас работает. Устанавливается он в отверстие прямоугольное размером 45 на 45. Фиксируется с помощью вот это есть прижимная планочка, то есть мы вставили отверстие и потом прижали с обратной стороны вот этой планочкой. Размер самого счетчика у нас идет 50 на 50. В принципе, с работы его все понятно довольно просто. Сейчас я покажу, как его обнулить, отмотать значение обратно, потому что он механический. И для того, чтобы значение обнулить, нам нужно будет его разобрать. Разбирается также просто. Для начала я его отключу от питания. Что удобно в механических счетчиках, то что показания можно посмотреть постоянно, даже если он обесточен. То есть я его отключил, показания отображаются всегда. В отличие от электронных счетчиков моточасов, я делал обзорчик, там тоже моделька на 220 вольт. Так вот, когда питание отключено, дисплей не горит и какие показания не видно. То есть, например, если вы хотите проверить, сколько проработал генератор, то для того, чтобы в цифровом посмотреть показания, вам нужно его завести. А здесь показания показываются постоянно. Для того, чтобы добраться до циферблата вовнутрь, нам нужно будет снять вот эту переднюю панельку. Она здесь на 4 вот таких вот зажимах зафиксирована. Вот я завожу нож вот сюда. И пластинка вот с одной стороны, она отщелкнулась. И так мы делаем по кругу. Так же самое отгибаем край, вынимаем вторую. Ну а дальше уже все просто, она снялась. Вот лицевая панелька. Дальше у нас идет просто корпус. Также он как-то тут зафиксирован. Я думаю, такие же вот защелочки, только они глубже стоят. И поддеваем. Также со всех сторон. Готово. И вот мы видим, что у нас все циферки с этой стороны держатся на передней панельке. А здесь у нас стоит, вот у нас подключается контактом питания, индикатор и что-то типа электродвигателя катушка. И здесь с редуктором тоже вот такой вот вал зубчатый. Он вращает вот это колесико. И как раз у нас при вращении меняются показания. И для того, чтобы вернуть первоначальное положение, можно просто открутить его обратно, если немного намотало, но в данном случае немного. Я просто вращаю его обратно и отмотал. Если вам нужно какое-то число взять посерединке, то мы просто раздвигаем шестеренку и вращаем. Вот они вращаются уже. У меня были нули, я намотал 998. И также мы можем просто сдвинуть и переставить циферки, которые нам нужны. Например, вы хотите переставить в другое место. Вот я его раз и обнулил, показываются все нолики.
И так же самое просто мы его вставляем назад и закрываем вот эту крышечку. Все готово. Вот так работает данный счетчик моточасов. Ссылочку на него оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.